Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, давно у нас в гостях не было представителей отбитого семейства куньих. Родственники росомахи и медоеда – одни из самых богатых в своем разнообразии представителей фауны нашей планеты. Ну а сегодня встречайте американского хорька, он же черноногий хорек. Мелкий североамериканский хищник, близкий родственник российского степного хорька и других представителей семейства куньих. Сразу скажу, что это довольно редкий вид своего семейства. К 1937 году черноногий хорек был полностью истреблен на территории Канады и с 1967 входит в Красную книгу Северной Америки как исчезающий вид. В середине 80-х прошлого столетия последняя известная дикая популяция хорьков была выловлена и перевезена на территорию научно-исследовательской базы для искусственного разведения. Сейчас выпуск черноногих хорьков в его прежнюю среду обитания в США называют не больше, не меньше, как удивительное возвращение. Но удивительное в американских хорьках не только их возвращение, но и их традиционное меню. Вот вспомните свою самую любимую еду, а теперь представьте, что почти весь ваш рацион постоянно состоит из этого блюда. Как вам такая перспектива? Лично мне не очень, но вот американским хорькам это показалось идеальным решением проблемы пропитания. Почти всегда эти ребята завтракают, обедают и ужинают луговыми собачками, крупными грызунами весом до 1,5 килограммов. Благо в Канаде и США, где американские хорьки прописались, любимое блюдо хищников всегда есть в меню. Селятся хорьки в непосредственной близости от колонии собачек. Во-первых, это очень удобно, когда твоя еда в шаговой доступности, а во-вторых, нор зверьки сами не роют. Вместо этого они отжимают жилплощадь у своей жертвы. Ну а чтобы хозяева не жаловались в полицию на рейдерский захват, хорь просто этих вкусных хозяев съедает. С завидной регулярностью американский хорь каждую ночь выходит на незаконный промысел и обследует территорию примерно в размере 60 гектар. Так что же черноногим американцам сделали несчастные луговые собачки? Спросите вы. Все дело в неуемном аппетите хорька. Он, прикидываясь обжорой, росомахой или медоедом, требует столько живого белка, сколько в него влезет, ну или не влезет. Размером наш маленький хищник примерно со свою добычу. Черноногий хорек приблизительно 45 сантиметров в длину, с пушистым 15-сантиметровым хвостом. Весит от 650 грамм до 1,5 килограммов. Но уровень метаболизма у всех кунь настолько высокий, что каждый день все представители семейства способны съедать порцию мяска весом самого себя. В итоге за год один черноногий хорь может пустить на котлеты примерно 300 луговых собачек. Каждый день по котлете. А что же ест черноногий хорек, когда луговые собачки, как многие нормальные животинки, залегают в спячку? 3-4 месяца в году хорька лишают излюбленного рациона, и он вынужден сидеть на диете и перебиваться всякой мелочью, полевками, зимующими личинками насекомых и мелкими птицами, что очень плохо сказывается на популяции самих хорьков. Дабы скомпенсировать потери такой голодной осады, черноногие красавцы начинают хотеть любви в начале марта. Велосипед хорьки не изобретают, и принцип их размножения прост. Кто первый нашел самочку, готовую к размножению, тот ее и танцует. После дружбы организмами на протяжении, внимания, 2-3 часов
самец покидает невесту, так и не предложив ей кольца. Спустя 45 дней на свет появляется от 2 до 5 щенков. До середины лета молодежь живет на попечении матери и потом уже ближе к осени отселяется в ближайшие норы все тех же луговых собачек. И все было бы у черноногих хорьков хорошо, если бы в один прекрасный момент людишки не додумались сделать из них шубы. Однако власти США вовремя спохватились, и сейчас популяция растет и чувствует себя в относительной безопасности. И это отличная новость, но, увы, не для луговых собачек. А как вы думаете, почему все куньи такие обжоры? Пишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!